Здравствуйте! Говорят, в каждой истории есть доля правды. Сегодня я хочу вам показать самые страшные фильмы ужасов, которые были сняты по реальным событиям. Там есть моменты, которые меня очень удивили. Очень страшно представить себя на месте тех людей, кто пережил весь этот ужас. В серии фильмов «Кошмар на улице Вязов» убийца Фредди Крюгер вторгается во сны ничего не подозревающих жертв и убивает их во сне. И из-за смерти во сне они умирают в реальной жизни. И такая ситуация, когда люди умирали из-за кошмаров, не вымышленная. На самом деле фильм «Кошмар на улице Вязов» был частично основан на реальных событиях. В 1981 году 26 крепких и здоровых мужчин из небольшого города в государстве Лаос за короткий промежуток времени один за другим умерли во сне. Перед смертью почти все просыпались на несколько минут и кричали, что им приснился ужасный кошмар, и после этого умирали. Врачи и ученые так и не смогли понять, из-за чего умирали эти люди и почему умирали только мужчины. В итоге врачи начали обозначать смерти всех жертв как синдром ночного кошмара. «Детские игры» – это серия фильмов о серийном убийце, который использует магию Вуду, чтобы переместить свою душу в куклу по имени Чаки. Скоро становится очевидно, что Чаки необычная кукла. Он начинает терроризировать всю семью. У Чаки существует реальный прототип, которым вдохновились создатели этого фильма. И это кукла Роберт. Кукла Роберт была подарена Роберту Юджину Отто в детстве. По слухам, эту куклу подарила гаитянская служанка, которая ненавидела всю семью мальчика и в итоге прокляла куклу. Родители начали замечать, что их сын начал общаться с куклой, словно она реальный собеседник. Те, кто приходил в гости к этой семье, утверждали, что слышали маленькие шаги на чердаке, где лежала кукла Роберт. Но там никого в тот момент не было. Родители начали замечать, что кукла появляется в разных комнатах, и они понятия не имели, как она туда попадает. Они спрашивали своего сына и служанок, но они говорили, что не трогали куклу. Сейчас кукла Роберт находится в Восточном музее Мартелла в Западной Флориде. Музей получает сотни писем об этой кукле каждый год, но они приходят не от фанатов. Факт в том, что в письмах люди просят прощения у этой куклы. Авторы таких писем утверждают, что во время посещения музея они высмеивали эту куклу, а после у них началась черная полоса. В том числе резкое ухудшение здоровья и несчастные случаи. Авторы писем считают, что они были прокляты этой куклой. В этом коротком видео, которое было снято в музее, многие люди утверждают, что видят, как кукла моргает. Фильм ужасов «Шкатулка проклятия» может быть не так популярен, как предыдущие фильмы, но настоящая история, по которой снят этот фильм ужасов, возможно, самая страшная из всех. Этот фильм крутится вокруг девочки-подростка, которые покупают старинную шкатулку. И эта шкатулка проклята. Но такая шкатулка существовала на самом деле. Это шкатулка Дибук, и ее использовали для ловли демонов, она держит их взаперти внутри себя. Об этой шкатулке впервые стало известно, когда ее выставили на продажу на eBay. Коллекционер антиквариата Кевин Мэнис пытался продать ее. Он утверждал, что купил шкатулку в одном поместье с аукциона в Польше. Предыдущая владелица умерла в возрасте 103 лет. Но эта шкатулка несла с собой зло и проклятие. Кевин сказал, что хочет избавиться от шкатулки Дибука после множества странных несчастий, которые постигли его и его семью. У его матери случился инсульт сразу после того, как Кевин подарил ей эту шкатулку. Пока шкатулка находилась в доме Кевина, ему снились ужасные кошмары. Когда он просыпался, на его теле были синяки и порезы. Но потом стало еще хуже. Он утверждал, что видел странное темное существо, которое начало жить в его доме. В итоге Кевин выставил шкатулку Дибука на продажу и даже продал ее, несмотря на жуткую историю этой вещи. Ее купил один студент с фамилией Ницше. Однако спустя 8 месяцев этот студент выставил на продажу шкатулку. Он утверждал, что у него и его соседей по комнате начались ужасные кошмары по ночам, и они слышали, как кто-то ходит ночью по их комнате. Следующим владельцем этой шкатулки стал Джейсон Хэкстон.
Он купил ее у Ницше. Хэкстон утверждал, что в шкатулке начали появляться ульи, а на ней глубокие царапины. Сам Хэкстон начал кашлять кровью, хотя за всю его жизнь у него раньше такого не случалось. Врачи не смогли поставить ему точный диагноз. В итоге Хэкстон засунул шкатулку Дибука в сейф и закопал. Он пообещал сам себе, что никогда никому не расскажет, где он ее закопал, и он так и сделал. До сих пор никто не знает, где она. «Избави нас от лукавого» частично основан на реальных событиях и отправляет нас в Бронкс, где однажды начинают происходить массовые преступления. После одного из таких дел офицер Сарчи сталкивается с необычным преступником и начинает идти по его следу, постепенно раскрывая это проклятое дело, в котором все не так просто. На самом деле офицер Сарчи существует, и он реально служил в полиции. Видите ли, Сарчи – бывший полицейский 46-го участка полиции Нью-Йорка. Он вышел на пенсию и написал книгу «Остерегайтесь ночи», основанную на его личном опыте. И этой книгой вдохновились создатели фильма. В этой книге описаны все странные и паранормальные случаи, которые приключились с Сарчи во время службы. Так или иначе, Сарчи после карьеры в правоохранительных органах стал демонологом. «Сияние» Стэнли Кубрика – экранизация одноименного романа Стивена Кинга, который, в свою очередь, был основан на реальном случае, произошедшем с писателем. В 1974 году он вместе с женой Табитой посетил отель Стэнли, знаменитый как «Отель с призраками». Именно Стэнли впоследствии стал прототипом отеля «Оверлук», тоже расположенного в штате Колорадо и во многом похожего на своего реального двойника. Считается, что за тот вечер и ночь, которую Кинг провел практически в пустом отеле, где были из посетителей только он и его жена, ему самому пришлось стать очевидцем странных явлений. Он видел призраков детей в коридорах, призрачных танцоров в бальном зале, а также давно умершую горничную, которая все убирает, номер 217. Тот самый зловещий номер 217 фигурирует и в книге. К тому же ему приснился кошмар, который вошел в «Сияние» в минимально переработанном виде. О том, как его 3-летнего сына преследует по коридору отеля похожий на змею пожарный шланг. Если о призраках Кинг говорил в различных интервью, то о страшном сне он рассказал на своем сайте. Фильм ужасов «Ритуал», снятый по одноименному роману, может напомнить поклонникам жанра такой фильм, как «Ведьмы из Блэр». Сюжеты действительно похожи. Группа молодых людей, блуждающая по лесам, и нечто потустороннее и кровожадное, идущее за ними. Правда, в случае с «Ритуалом» все еще интереснее, потому что он о реальной истории странного исчезновения 5 человек, произошедшей в США в 1978 году в Калифорнии. Случай получил большой резонанс из-за многочисленных загадочных обстоятельств, над которыми исследователи ломают голову и по сей день. Компания из 5 приятелей на машине отправилась в другой город на баскетбольный матч. Любопытно, что все 5, хотя и были дееспособными, при этом страдали легкими психическими или умственными отклонениями. Сама не понимаю, как так сошлось, и тем не менее. После матча они должны были сразу же отправиться обратно, но близкие так и не дождались их возвращения. Позднее их машина была найдена в совершенно противоположной стороне в горах посреди леса в национальном заповеднике. По какой-то причине они бросили ее, хотя она была исправной. 3 из 5 пропавших были найдены в лесу мертвыми только спустя несколько недель поисков. Тело 4-го обнаружили в туристическом трейлере, предназначенном для заблудившихся туристов. При этом, хотя в трейлере было достаточно съестных припасов и топлива, плюс рации, чтобы связаться со спасателями, этот человек не вызвал помощь и умер от голода. 5-й исчез бесследно и так и не был найден. Все странности этого запутанного дела можно перечислять очень долго, а ясного ответа на вопрос, что произошло, не существует до сих пор. Некоторые исследователи, как и в случае с перевалом Дятлова, допускают любые варианты, вплоть до мистических.
Он как раз таки и показан в ритуале 2017 года. Сегодня на этом все. Всем удачи и пока!